Иса, скажите, пожалуйста, почему вы здесь? Я выполняю свой долг. Есть такое понятие. Отдавать долги. Когда нам было тяжело, когда мы очень нуждались в помощи, братский народ Украины в лице лучших сынов Украины оказали моему народу, моей родине, Чеченской Республике Ичкерия помощь. И мы решили, что нам пора платить по счетам. Мы выполняем свой долг. Есть сходство между войной, которая была в Чечне, и той войной, которая сейчас идет на Украине? Поверьте, в один. Все начинается. Кто-то думает, что москали не пойдут дальше Мариуполя или Донецка и Луганска, то глубоко ошибаются. Они пойдут настолько, сколько мы им позволим, сколько позволит украинский народ и украинское правительство. Они столько и пойдут. Иса, многие люди в тылу на Украине не понимают, что идет война. Они продолжают жить так, как будто войны нет. Что бы вы сказали вот этим людям в тылу? В 94 году мой народ тоже об этом также думал, что не идет война, что ничего не будет, что москали ничего не сделают. Поверьте, это не так. Надо не стоит себя успокаивать, что москали остановятся. Москалей может только остановить. Нам надо объединиться и остановить их. Чеченцы сюда пришли не то, чтобы помочь. Или мы победим, или мы здесь все погибнем. Третьего не дано. Мы не собираемся отсюда уходить. Мы ваши братья, и мы поможем братьям-украинцам. Это слово, это долг. Многие считают кадыровцев, которые воюют с той стороны фронта, чеченцами. Можете сказать, что это за люди? Я вам так скажу. Человек, который продал свою родину, свою землю, у него нету национальности. Этим все сказано. Иса, скажите, пожалуйста, что бы вы могли сказать России и русскому народу? И если они не избавятся от этого тирании, которая называется болезнью русизма, и от этого не человека Путина, то русским придется заплатить большую цену, как они заплатили с 41 по 45. Цена может быть даже еще больше. С каким оружием, с каким обмундированием приходилось вам воевать в Первую и Вторую Чеченскую войну? У нас ничего не было. Все, что у нас было, это было трофей. То, что мы могли забрать у москалей. Мы воевали в гражданке. Мы воевали с двухстволками. Было такое, поверьте. Мы воевали с бутылками, коктейлами, молотовым. Мы по-разному нам приходилось воевать. И даже мой друг и мой заместитель, Муслим даже не даст соврать. Мы даже было, когда вначале с палками воевали. Он может даже и рассказать про это. У нас не было ни оружия, ничего. Единственное у нас, что было, это дух. Мы просто очень хотели жить в свободной стране, в свободном государстве. И за это мы получили название террористы. Как сказал наш второй президент Аслан Масхадов, цена свободы очень велика. Мы поколениями ушли в землю, но мы защитили. И до сих пор боремся. 23 года мой народ борется опять же и продолжает бороться за свою свободу. У врага есть обычно два качества. Есть его сильная сторона, есть слабая. В чем сильная сторона нашего врага? Нашего врага, у него нету никаких качеств. Ему не свойственно понятие честь, благородство. Да, есть среди русской армии порядочные офицеры, порядочные люди, но их очень мало, к сожалению. У этой армии нету никакой чести. У любой войны есть правила. У этого народа, у этой армии, у этой страны нету этой правила. Если они говорят, если так называемый президент террористического государства Русня говорит, что он будет выставлять украинских женщин, детей, стариков вперед, и их солдаты будут идти за ним, этим все сказано. Что я могу добавить? И вы же сами все прекрасно понимаете.
Что бы вы сказали, Путин? Что бы вы сказали ему? Я не хочу к этому человеку, если его можно назвать человеком, обращаться к нему. У меня нет желания к этому обращаться. Это не человек. Он должен помнить замученных, убитых чеченских женщин, детей. 300 тысяч ни в чем невинных стариков, женщин, детей. 42 тысячи невинных детей, которые он загубил. Которые его ястребы бомбили. Грозный, Чечню, Алханюр, Самашки, Гойска, Ведено, Нажаюрт. Их называть их даже слово шатой, их называть слов не хватит. Тысячи загубленных детских жизней, загубленных людей. Что бы вы могли пожелать украинскому народу? Украинскому народу нужно объединение. И знать, что враг, их не враг, кто их не враг. Объединиться и не идти по пятам российской пропаганды. Не слушать, объединиться в один кулак и ударить по врагу. Быть свободным. Украинский солдат, украинский хлопец должен знать, за ним стоят его дети, его мать, его жена. И он борется не то что за кого-то, он борется в первую очередь за себя, за свою семью, за правом существовать на этой земле. И чтобы не называться его, чтобы его не называли хохлом, как меня, черномазом называют они. Чтобы он был украинцем, чтобы за это надо бороться. За свою свободу надо бороться. Свобода так не дается.